Я просто... Да? Сейчас. Если кто-то подходите, еще пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Рада всех приветствовать в библиотеке Маяковского. Меня зовут Мария Зуева, представляю отдел литературы на иностранных языках. И у нас сегодня такая замечательная лекция для всех, абсолютно всех, кто изучает, когда-то изучал или собирается изучать иностранный язык. Я думаю, что найдет очень много ценного и полезного. Особенно для тех, кто не любит, как, например, я, учить иностранный язык зубрежкой. Да? Мы попробуем другие методы, называются коммуникативные методики. И я надеюсь, что у нас получится стать прям полиглотами. Сейчас я очень рада представить нашего постоянного лектора, друга библиотеки Владимира Елисеева, преподавателя хинди, санскрита, удивительных языков. Встречаем, Владимир. Меня слышно хорошо? Да, замечательно. Действительно, сегодня лекция будет достаточно обширная, и в ней будет очень много практики, я могу сказать, информации очень много, поэтому я буду так прыгать из точки в точку, да, реперно, потому что действительно у нас всего 1,5 часа, а на самом деле то, что я сегодня хотел бы рассказать, оно в эти часы сложно, скажем так, укладывается, потому что информации очень много, с одной стороны, с другой стороны, действительно удивительно, что в российском пространстве особенно, я бы сказал так, вот эта тема коммуникативных методик, вот этого способа обучения иностранного языка, она как будто задвинута в дальний угол. То есть информацию об этом найти по нашим ресурсам, по нашим учебникам или еще чему-то найти можно, но это очень сложно и, как правило, в очень искаженном виде. И вот здесь, вот видите, можно прочитать, потому что я прошел двухнедельный курс разговорного санскрита в Варанаси, да. Вопрос в том, что здесь насколько важен Варанаси, разговорный санскрит, который является одним из сложнейших языков на уровне русского языка. А вопрос в том, что у меня есть опыт прохождения по этой методике, по разговорной методике, и понимание того, насколько это здорово, как это реально работает. Потому что основная проблема, конечно, в том, что если вы найдете информацию, да, по запросу, коммуникативные методики, прямой метод или еще что-то, как правило, вам выдастся информация о том, что да, оно есть, оно существует, но не работает. Почему не работает, для меня очень большой вопрос. Потому что, еще раз, в своем личном опыте я убедился, что это работает, и действительно этим можно пользоваться. Но для начала я хотел бы вам показать вот такую вот интересную пирамидку. Да, это конус обучения Эдгара Дейла. И здесь можно видеть, сейчас нужно развернуть, что есть разные уровни, да, абстракции. Есть уровни того, что люди могут и сколько они запоминают. И чем выше уровень, тем меньше уровень, собственно, абстракции, тем меньше люди запоминают. Видите, на самом верхнем уровне является чтение, находится чтение. Это то, в основном, при помощи чего обучают у нас иностранные языки читать и писать. Да, и на следующем уровне слушания, уже поменьше на самом деле. В наших школах это происходит аудирование, работа с пониманием речи на слух, работа с произношением. Самый нижний, вот здесь так, крест, да, низкий уровень – это презентация, выступление встречи, чем я сейчас занимаюсь. Да? То есть вот это самый эффективный метод для того, чтобы учиться чему-то ни было. То есть вот этот конус Дейла, он на самом деле только для иностранных языков, для того, чтобы научиться чему-то ни было. Это наиболее эффективное, когда мы не в пассивном режиме что-то воспринимаем, да, мы что-то читаем или что-то слушаем, а когда мы в активном режиме это передаем, пытаемся как-то с этим работать, или, например, вот я хочу готовить еду, да, я могу сколько угодно об этом читать, но если я не буду этого делать, то, конечно, теоретически я буду знать об этом, но практического опыта будет мало у меня. Да, то есть имитация реальной деятельности, выполнение реальной деятельности – это то, что дает 90% результата. Да, то есть мы можем сколько угодно читать в иностранных языках, читать иностранные книжки, но если мы при этом не общаемся с носителем или не общаемся с кем-то, с кем мы хотим разговаривать на этом иностранном языке,
то практического результата у нас будет очень мало. В середине мы можем видеть здесь наблюдение, да, то есть, например, просмотр видео, наблюдение за демонстрацией, участие в дискуссии вот здесь, вот как бы на середине, да. Получается, что пассивное изучение, оно дает, ну так проще, да, если говорить, минимум нам знаний, реальных знаний, оно дает ощущение, что мы узнаем. То есть есть чувство, что вот вы прошли учебник, да, поставили точку, выполнили упражнение или еще что-то, у вас есть ощущение, что вы сделали работу. Вот я здесь был на мастер-классе по китайскому, там, например, есть люди, которые пишут иероглифы, они делают это, там, кто-то больше 10 лет. Да, они пишут и пишут, и результаты есть. Но говорить при этом на китайском они не могут. Почему? Потому что они пишут иероглифы, они не говорят. Да, то есть не вот в этой части они находятся. И если говорить о том, как это может быть с точки зрения коммуникативной методики, на практике первое, о чем бы я вам хотел рассказать, может быть, кто-то помнит, была такая замечательная передача в 80-х годах, называлась она «Детский час». И вот на 4-м канале, который как раз назывался образовательным, а потом превратился в ТВ, показывали замечательный мультфильм «Мазин». Знаете о нем? Да, и это вот как раз та самая методика, это BBC, и обучение здесь происходит абсолютно без перевода, без субтитров изначально эти мультфильмы, и сделано не так, что интуитивно понятно, о чем идет речь. Не нужно ничего переводить. Сам формат мультфильма сделан так, ну я сейчас покажу вам другую, что можно понимать сразу, о чем идет речь. Но большая была ошибка в том, что при этом у нас в эти годы, по большей части, видеомагнитофонов не было. Да, не было возможности пересматривать этот мультфильм. Была эта передача, вот, собственно, посмотрели часть этого «Мазина», пытались что-то запомнить или нет. И поэтому те, кто делали этот мультфильм, они пригласили англичан. И они занимались переводом как раз. Да? То есть был англичанин, была девочка ведущая, и они переводили с английского языка на русский язык то, о чем шла речь в этом мультфильме. Thank you. I like roses. And I like you. Oh, look! I've got a rose. I've got a plum and a peach and some grapes. Да, и из-за того, что был вот этот перевод, да, то есть англичанин рассказывал, есть субтитры, вот этот механизм самообучения, да, для тех детей, которые смотрели этот мультфильм, он терялся. Да, то есть идея была именно в том, что, собственно, есть к МАЗе, есть для родителей специальное пособие, да, совет от создателей МАЗи о том, как использовать этот видеокурс. И в этом совете да, буквально один параграф. Написано то, что постарайтесь, чтобы ваши дети, они почаще этот мультфильм пересматривали. Не нужно им подсказывать, не нужно им переводить, что означает это или та фраза. Необходимо, чтобы дети сами, собственно, понимали, о чем идет речь. Потому что мультфильм таким образом, он, собственно, сделал, там, точнее, если быть правильно, два мультфильма. Да? То есть есть «Мазин Гондоланд» и есть «Мазин Камбэк», он возвращается, 3 часа в итоге этот мультфильм. Интересно, что он есть, на самом деле, на огромном количестве языков, то есть он есть на английском, на французском, на немецком, на испанском, и, например, вот вам могу показать, вот как раз можете видеть, в хорошем качестве. 你好，我是 Bob， 我是王酱。哈哈，你好，我是 Convex。谢谢 Convex。嗨，我是 Muzzy， 大 Muzzy。早上好，早上好。下午好，下午好，下午好。
上好，晚上好，晚上好。 И вот особенно могу сказать, что вот в этом мультфильме показательно, то, что изучать грамматику можно через иностранный язык. То есть вся грамматика в этом мультфильме, да, вот как сейчас этот Норм, он главный герой, он как раз из этого мультфильма выступает обучающего грамматики, обучающего устойчивому выражению. И когда есть вопросы о том, как сказать про предлоги, про будущее, про прошедшее время, большой и маленький, вот этот Норм появляется, и он, например, показывает, как это работает. Не нужно переводить, не нужно рассказывать про правила. Нужно понять саму суть. И дальше в устойчивых выражениях дети ухватывают и понимают, что, ну, как взрослые на самом деле могут сделать, понимают, о чем идет речь. Хорошо, мультфильм это здорово, но следующий вопрос возникает. Если, например, школы, да, вот сказал, если это такая классная система образования, такой метод, классно работающий, почему нет, скажем, таких школ, да, которые бы брали и обучали это, вот по этой методике, собственно, разным языкам? Вы знаете, они есть, причем они есть по всему миру, да, то есть я вам покажу, собственно, она называется, эта школа Берлиц. То есть этот метод, в том числе, называется методом Берлица, он существует более 100 лет. Да, Берлиц это профессор, который как бы его открыл, но на самом деле, насколько я понимаю, метод на самом деле существует значительно больше, потому что по моему исследованию ту же самую латынь, да, англичане они таким же способом изучали. То есть в grammar school, так называемый, нельзя было использовать английский язык или какой-то только латынь. Если студент попробовал говорить на каком-то другом языке, тут же он получал наказание и должен был общаться только на латынь. Поэтому думаю, что Берлиц не является первооткрывателем этого метода, но официально более 100 лет он использован. Сейчас мы с вами посмотрим мультфильм про то, как это произошло. И они существуют в 70 странах. Они обучают более чем на 50 языках. Да, они есть в Индии, они есть в арабских странах, где их только нет. Самая большая интенсивность, вы видите, 60 часов. Да, то есть у них существуют как онлайн-курсы, существуют как офлайн-курсы, где, собственно, в самой школе проходит обучение. 25 занятий в неделю включают индивидуальная программа. У них есть, если интересно, можете найти их сайт официально. У них куча сайтов, на самом деле, потому что они, как я говорю, представлены в разных странах. Вы можете пройти бесплатный пробный урок. Они делают тестирование, вы понимаете свой уровень языка, и дальше можете преподавателям пройти вот какой-то метод разговора только на иностранном языке, собственно, в тестовом режиме, не платя за это ни копейки. Ну, посмотрим, как, что это вообще такое. In 1878, German Max Berlitz migrated to the U.S. Max had a knack for languages and became a professor of French and German. When he fell ill, Frenchman Nicholas came to take over his courses. Max was in a state of panic. Nicholas didn't speak a word of English. Desperate, Max instructed him to use gestures and act out words to get his message across. Also, Nicholas was to use only the target language in class. And what do you know? Nicholas's intuitive teaching turned out to be a winner. Thanks to this revelation, Max Berlitz developed a new method for language learning: immersive, active, and animated. Nowadays, the Berlitz Company offers language training all over the world. The Berlitz method, a patented brand, is used to quickly train professionals in a foreign language, however you like, in company, through the internet, or in our classroom. We also develop language programs and camps for youngsters who benefit greatly from learning a new language. Our method is cut to fit your needs. Berlitz, helping the world communicate. Ну вот, собственно, общее, да, о том, как это появилось, ну и немножко можно посмотреть пример рекламы. There are countless reasons you may need to learn a language. It may be for your career, relocation, travel, or simply because you've always wanted to. Whatever the reason, Berlitz is the fastest and most effective way to learn a language, whether online or in the classroom. Online study can be a great option if you're learning a language around a busy schedule, aren't able to travel to classes, or just prefer learning online.
When you choose to learn a language online with Berlitz, you have two options. Scheduled lessons via video call with an instructor, either on your own or with a small group of people who also join the call, or self-paced study which you undertake online in your own time. Most of your learning is done via interactive videos and online activities. And each time you reach a new learning goal, you can book a lesson with a native instructor to practice the language in real life. Whichever way you choose to learn with us, you'll get all of this as standard. Best results with our proven Berlitz method of learning. You'll be immersed in your new language and start speaking from day one. An easy-to-use platform that lets you track your progress and learn anywhere you want. Extra fun activities to keep you motivated and on track. Cultural pointers to help you put your new skills to use in the real world. And support from Berlitz throughout your studies. Learning online with Berlitz means you get the same great experience you would in the classroom with the same results. I can't wait for you to get started. Ну и можно посмотреть, как, например, обучают русскому языку. Это не Германия. Это Норвегия. Нет, это не Норвегия. Какая это страна? Это Польша. Хорошо. Это Франция? Нет. Это не Франция. Хорошо. Это Испания? Нет. Это не Испания. Какая это страна? Это Италия. Хорошо, хорошо. Дженнифер, это Швейцария? Нет, это не Швейцария. Это Словакия? Нет, это не Словакия. Какая это страна? Это Франция. Хорошо. Теперь Дейл. Это Великобритания? Нет, это не Великобритания. Это Ирландия? Нет, это не Ирландия. Какая это страна? Это Португалия. Да, то есть, видите, ничего не переводится, ничего не объясняется, да, просто слушатель, учащийся, говорит на соответствующей речи. Это очень важно. Почему это очень важно? Потому что ключ, вот почему эта система так сильно работает, как эффективно работает, потому что этих людей учат не переводить. Ключевая сложность, почему люди не могут начать говорить на иностранном языке, да, вот могут изучение иностранных языков и могут преподавание иностранных языков, заключается в том, что наши учебные заведения, в том числе высшие учебные заведения, отдельно СПбГУ попробую сегодня рассказать о том, как и чему учат СПбГУ, да, там, скажем, на восточном факультете, например, какие цели они преследуют. Так вот, ключевая разница это в том, что в этих методах учат думать на иностранном языке. То есть вы не тратите время на то, чтобы перевести то, что вам говорят на иностранном, переварить, да, и сделать это на своем родном языке, и потом сформировать ответ и перевести это на иностранный язык для того, с кем вы общаетесь. Вы сразу же общаетесь и начинаете думать на том иностранном языке, который вы изучаете. Вот это ключевая разница. Да, то есть, когда мы делаем упражнения вот эти грамматические и так далее, нас учат переводить, учат не разговаривать на самом деле, а учат переводить тексты. Потому что если говорить о переводе, тоже существует отдельная разница, может быть, сейчас покажу, так, немножко времени. Существует перевод литературный, да, когда мы текст переводим, существует перевод синхронный. Я здесь был, опять же, в СПбГУ на лекции профессионала по синхронному переводу. Синхронный перевод это вообще другая область, скажем так, потому что их тренируют просто на автомате. У них специальные тренинги есть для того, чтобы мгновенно найти перевод и нести в службу. Да, потому что синхронисты, они работают как на минном поле, так сказать, они чуть-чуть не ту фразу сказали, да, а еще переговоры могут иметь очень высокий статус, что-то не то хотели сказать, и в итоге может быть вообще международный скандал. И поэтому они специально, у них есть заготовки о том, как перевести ту или иную фразу, да, чтобы как бы подложить заранее себе пути отступления, можно так сказать.
чтобы их не поняли превратно, случайно не был перевод искаженный. И у них для этого специальные тренинги, то есть они часами нарабатывают вот эти вот заготовки для того, чтобы в момент, когда идет синхронный перевод, они это делали просто в фундаментальной скорости. И при этом могу сказать, что вот этот лектор, он рассказывал, что даже там бывало час проходит вот этот синхрон, он после этого вообще не помнит, о чем он переводил. То есть он настолько сфокусировал на этом процессе, чтобы не сесть в лужу, как это его право, да, чтобы не сесть в лужу и попасть в общую яму, что он даже не помнит, о чем он переводит. Ему важно именно вот в этот момент эти предложения правильно сформулировать для того, чтобы перенести тот смысл, который должен быть перенесен. Да, то есть, что я хочу еще раз сказать, что литературный перевод, синхронный перевод, разговор на иностранном языке – это три абсолютно разных навыка. Они требуют разных подходов, разной системы и метода обучения. Если мы пытаемся мешать, ничего хорошего из этого не получается. При этом одно другое не мешает, то есть мы можем сначала выучить разговорный язык, а потом начать изучать, например, литературный язык, да, перевод. Никто не мешает это делать, это вполне замечательная работа. Но изучая литературный перевод, ожидать, что вы начнете говорить на иностранном языке, абсолютно не стоит. Потому что оно для другого предназначено, оно не для этого. Хорошо, вот мы с вами посмотрели, что существует международная школа, и здесь отдельно я сейчас еще вам покажу, ну так я пока мельком покажу, потом к этому сейчас вернемся, что учебники в этих школах, они вообще были как-то совсем не так наши, ну в смысле, как вот тем методикам, которые у нас включаются. Вы сейчас можете увидеть, здесь нет никаких правил, никаких словарей, никаких конструкций, одни картинки. Причем, вот вы можете видеть, это так называемый illustration book для английского языка. Вот откроем для испанского языка. Видите разницу, называется? Абсолютно то же самое. То есть вот этот вот учебник, он абсолютно универсальный, как мази, да, который, то есть он озвучен должен быть на соответствующем языке, но по сути мази можно сделать на любой язык, его просто нужно озвучить. На китайский, на японский, на русский, на какой угодно мази можно озвучить собственный язык. Так и вот эти учебники, которые есть в Берлице, они, собственно, могут быть использованы для обучения любому языку. Да, ну вот как это может быть работать, я вам сразу могу показать. Вот, например, человек входит в комнату, да, здесь страшный беспорядок. И учитель будет спрашивать, а где находятся карандаши? И будет спрашивать, а что это такое? Да, и нужно ответить, что это 3 карандаша, да, то есть единственное множественное число. Они находятся в кружке. Кружка где находится? Кружка находится на столе. Да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть послелоги, предлоги, вот все, что с этим связано, и местонахождение, вот при помощи этой картинки можно рассказать о том, что здесь 2 стула или 1 стул. Эти стулья большие, маленькие. На месте находится лаптоп или не на месте. Да? То есть он в нужном месте находится или не в нужном месте находится. И за счет этого общение, да? То есть коммуникация является средством для обучения в этот момент. И отдельно хотел вам еще показать, есть такая вот статья, если интересно, можете потом найти, найденного, да, кафедры иностранных языков филологического факультета Российского университета дружбы народов. И она посвящена, собственно, этому методу. Но вот здесь вот ключевое, что я хотел бы вам показать, да, это те принципы, на которых работает эта школа. Во всех школах Берлиц соблюдаются следующие методические рекомендации. Никогда не переводить. Да, то есть нету перевода. Потому что если вы начинаете переводить, ваш ум начинает работать то в языке родной речи, то в языке иностранной. Он должен начать работать исключительно на иностранной речи. Я могу сказать, что как раз проходя курсы санскрита в Бхарате, вот это погружение, что 2 недели там, с 5 утра, там, сначала йога, асана, физкультура и прочее, и до самого вечера исключительно санскрит. Вот именно вот эта безостановочность, что нету переключения на английский, на хинди или еще на какой-то язык, оно дает включение, скажем так. Да? И при этом я, скажем, опять же, возвращаясь к ПГУ, у меня есть знакомый преподаватель из ПГУ, одного из восточных языков, он говорит, да, действительно, вот в среде находясь, там студенты как-то учатся особенно хорошо. Санскрит не является языковой средой, да? То есть нету какого-то города,
мы все разговариваем на санскрите. Санскрит является древнейшим языком, но он не является языком городов, да, то есть там огромное количество языков. И, тем не менее это работает с погружением, когда мы нон-стопом, да, какое-то время говорим на этом языке и общаемся на нем. При этом мой преподаватель санскрита, он рассказывал, что есть некоторые исследования о том, что вот если мы переключаемся, 2 часа работы или около того, можно сказать, стереть. То есть как только наш ум у нас обратно удобно, да, то есть это можно сравнить, как, знаете, такая широкая автомагистраль, вот тот наш родной язык, который мы знаем. Просторная автомагистраль, мы на ней все знаем и легко можем нестись. И просека, да, то есть глухой лес, который мы прорубаем просеку для того, чтобы куда-то пробраться. Вот мы учимся новому языку. И поэтому наш ум, он категорически вот эту работу, прорубать эту просеку, он делать не хочет. У него есть родная речь, да, и по этой колее можно легко, как по рельсам, вперед, назад, все очень просто и понятно. Но именно этого и нужно избегать, потому что если мы переключаемся на родную речь, пытаемся переводиться, представлять иностранные языки, слова я имею в виду, да, с нашей родной речью, мы теряем самообучение, мы самообманываем себя. Потому что мы в итоге запоминаем родные слова, не иностранные. И вот следующее, никогда не объясняйте, действуйте. Да? То есть не нужно говорить, что вот это означает то-то, то-то. Да? Можно просто сказать «Агам гачами», «Агам тиштами», «Агам вадами». Да? То есть я могу просто показывать, и это будет уже понятно, что я говорю. «Не борох», да, можно сказать, на хите, например, сказать. То есть можно показать, и за счет этого можно понять. И именно таким образом сложнейшую грамматику, да, в санскрите 9 падежей, там есть единственное двойственное множественное число. Вот эту сложнейшую грамматику мы за 2 недели самый основной курс мы таким образом проходим. Наш преподаватель, он ходил, показывал, махал руками и прочее, для того, чтобы объяснить то, что нужно было объяснить. Не говорите монологом, задавайте вопросы. Да? То есть очень важно, чтобы была коммуникация. Чтобы не просто лекция была, да? То есть преподаватель он просто рассказывает, а слушатели слушают. 80%, здесь, по-моему, где-то это написано, сами студенты должны говорить. Как мы вот видели, что вопрос задается, да, какая это страна. И сам студент должен отвечать в активном режиме. Не повторяйте ошибки, исправляйте. Да? Здесь имеется в виду ошибки произношения и с точки зрения грамматики. То есть роль преподавателя, она именно в том, чтобы корректировать, чтобы помочь слушателям не делать повторную ошибку. Не говорите никогда, вот опять же, не говорите отдельными словами, используйте предложение. И здесь тоже отдельно объясню, почему это очень важно. У нас принято учить слова по карточкам или еще каким-то образом, предложениями и так далее. Но реальность показывает, что, мой опыт, опять же, показывает, что это не совсем работает. Почему? Потому что общаемся мы не словами. Да? То есть не просто я подумал, солнце или еще что-нибудь в этом духе, да? Весна, было тепло, рядом проехал грузовик, да, то есть мы вот такими конструкциями. Мы делаем что-то более длинное, скажем так. Вопрос произношения и в ритме. Потому что, когда говорят целыми предложениями, эти слова, они соединяются друг с другом. И услышать одно слово – это одна задача, или произнести одно слово – это одна задача. А вот услышать целое словосочетание, то есть, может быть, не все предложение, но хотя бы словосочетание, это уже становится сложнее. Если вы послушаете сами себя, как вы говорите на русском языке, вы обратите внимание, что есть устойчивые конструкции, которые вы говорите как паровозик. Да? То есть можно представить, что слово – это вагончик, а есть паровозик, да, такой прицепчик, в котором, как вы говорите, вагончики не сцеплены. И мы говорим, между прочим, в то же время я думал. Да, то есть это как единая мысль, единая конструкция. Это есть во всех языках. Это первое, да, то есть в предложении есть слова, которые сливаются как единое целое. И люди говорят их как единое целое. Да, с одной стороны. А с другой стороны вопрос произношения. Потому что, как в санскрите, так, например, в китайском, я узнал, что это тоже есть, существует правило санхи, так называемое. Звукосочетание. Когда звуки, они могут меняться. Мы 2 слова произносим рядом друг с другом. И за счет того, что именно эти 2 слова друг с другом, эти звуки сочетаются, слова начинают искажаться, их произношение начинает искажаться. Да? То есть они мутируют в этот момент. И звучат совсем не то, как если бы они звучали сами по себе. Понимаете, да, о чем я говорю речь? И за счет этого получается, что нам нужно учить готовые конструкции, готовые вот эти куски выражений. Не просто одно слово складывать с другим словом,
а готовы вот этот целый паровозик и заучивать этот целый паровозик для того, чтобы правильно его запомнить, способны легко его произнести с одной стороны, а с другой стороны, чтобы не путаться с этими самыми произношениями, чтобы четко слышать, как оно здесь произносится, как там произносится. Никогда не говорите слишком много, заставляйте побольше говорить учащихся. Вот я уже много про это говорю, надо уже потихоньку дальше двигаться. Никогда не используйте учебник, используйте план урока. Да? То есть, как вы видите, изображение у нас является частью для материала. Никогда не отвлекайте, следуйте плану урока и никогда не проходите программу слишком быстро, придерживайтесь ритма учащихся. Да? То есть индивидуальный подход здесь очень важен. Чтобы не был общий план, по которому мы все идем, а есть индивидуальная все-таки возможность студента. У кого-то память хорошо работает, у кого хуже, у кого-то с произношением могут быть отдельные сложности. Никогда не говорите, вот здесь можно видеть, что как раз в этом видео было искажение, да? Преподаватель он говорит медленно, для того, чтобы студенты поняли, на самом деле никогда не говорите слишком медленно, говорите в нормальном темпе. Я вам могу сказать, вот сейчас я как бы начал из интереса начал заниматься китайским. Я нашел всякие подкасты, связанные с китайским, обучающие аудио. И очень интересно, что есть как раз вот аудио начального уровня, в котором преподаватели специально, да, чтобы было лучше понятно, говорят медленно эти слова, не делают пробелы, неестественным образом. И не понимают. Вот берут другой подкаст с естественной речью, и сразу становится понятно. Потому что некорректно происходит произношение слов. Не говорят так, не видят вживую. Это первое. С одной стороны, с другой стороны могу сказать, что с моими студентами, работая с Хинди, бывает, что они переключают скорость. Да, вот я им даю аудио, например, послушать диалог на Хинди, есть возможность проигрывать или подкрутить скорость проигрывания. Здесь еще вопрос цифровизации, потому что этот звук, он мутирует, да, он становится неестественным из-за того, что вот эта заторможенность становится цифровой. И мало того, что это уже как бы не тот голос, но из-за того, что это замедленный голос компьютером, оно звучит еще более неестественно. Да? Поэтому очень важно, чтобы речь, чтобы мы ее правильно слышали и имитировали, она была естественной. Да? То есть здесь что-то слишком медленно или слишком быстро, речь идет о естественности речи. Когда она естественна, мы ее естественно и запоминаем, и понимаем. Никогда не говорите слишком громко, но это по сути то же самое. Да? То есть здесь должен быть баланс. И никогда не будьте нетерпеливы, расслабьтесь. Да? То есть необходимо, чтобы мы были в процессе. И вот надо было уже следующее смотреть на части, потому что чуть-чуть мы здесь зависли. Хочется вам еще что-то сказать. Допустим, есть такая школа, которой у нас обучают только таким образом. А что если существует школа, в которой вообще все изучают на иностранном языке? Как вы думаете, такое возможно? Вот вообще все обучение с первого класса идет на каком-то иностранном языке. Невозможно. А я вам скажу, что две таких школы, одна существовала в Петербурге, вторая существует в Петербурге. То есть первая школа — это турецкий лицей. Сейчас вот мы посмотрим тут. Ой, что-то у нас тут только это самое не открывает. Надо будет сейчас посмотреть. Значит, существовал турецкий лицей, я о нем узнал благодаря своему знакомому, который там учился. У меня есть приятель, который учился в этом турецком лицее. Преподаватели его исключительно обучали на английском языке, обучали полностью всем предметам, которые изучаются у нас: математика, физика и прочее, с 1 по 10 класс. При этом обучали как раз вот этой методикой коммуникативной, обучали не только английскому языку, но потом обучали и турецкому. И вот они существовали, пока в какой-то момент времени их не закрыли. Да, ну вот. Можно видеть вот туда. Частная? Да, это был частный проект. В конечном итоге там обнаружилось, что у кого-то там нет виз рабочих у этих самых преподавателей и так далее, и так далее. В конечном итоге школа, лицей, она существует до сих пор. Видите, она международный лицей называется, 664. Сейчас она и дальше работает, но вот эта вот технология турецкая, она закончилась. Ну, то есть нам сейчас преподавателей нет. И вот видите, профильное обучение, английский, турецкий язык, математика, физика и так далее, и так далее. И мой приятель, он как раз прошел через это, рассказывал, что это очень было эффективно, очень здорово. И он поэтому очень хорошо знает английский язык. И ему потом путешествие по Индии, он, собственно, музыкант,
Очень это помогло. Сейчас мы попробуем еще открыть. Я хочу вам показать, что у нас в Петербурге сейчас существует школа, которые говорят исключительно на немецком языке. Да, то есть она есть прямо сейчас. Попробовать звук найдем, да, вот она. Вот, пожалуйста. Да, то есть вот Петрозаводская, дом 12, и вот эта школа, в которой с 1 класса принимают, и дальше полностью все обучение происходит на немецком языке. С 1 по 10 класс. Хорошо, ладно, допустим, у нас в Петербурге есть 2 таких школы. А что если вообще посмотреть, да, сколько существует таких школ в мире? Сейчас я вам покажу про Турцию, например. Давайте решу вернуться. Очень интересно. Существует вот такой сайт, он называется International Schools Database, да, то есть это сайт, посвященный как раз вот таким международным школам, в которых обучают самым разным языкам. И вот можно видеть, что во всем мире их просто огромное количество, да, то есть это школы, в которых обучение происходит исключительно там, на английском или еще на каком-то, ну, в основном английский язык, конечно же. Так вот, если взять только Турцию, вот я здесь в Стамбуле нашел, там около 50 школ, которых обучают на английском языке. То есть все обучение идет исключительно на английском языке, 50 школ только в одном Стамбуле. А они турецкий будут знать вообще? Кто? Если они на английском все изучают. Ну, скажите, вот я мази пройду, я буду русский знать после этого? Конечно, что буду. там же всякие грамматики есть, с первого класса сочинённые, все это. учат. Если они этого не будут учить, как же они будут свой язык знать хорошо? Вопрос здесь, смотрите, у них есть уроки родного языка, То есть конечно. они факультативно проходят свой родной язык. Ну, мы же русский язык проходим факультативно, не факультативно. Мы же грамматику русского языка в школах проходим. Там же все на иностранном. И Значит, что? русского нету, там только немецкий. русский. Здесь в данном случае, вы имеете в виду немецкой Ну, школе? допустим, да. Например. Да, очевидно, что там должен быть, я не знаю, я не проверял, очевидно, что там тоже должен быть класс русского языка, и вполне возможно он проходит на немецком языке, не исключаю этого абсолютно, это тоже вполне возможно. В этом никакой фантастики и сложности нет, это тоже вполне возможно. Да, слушаю. Скажи, пожалуйста, там есть какие-то адаптивные программы в плане поведения преподавателей, потому что это всегда фактор большого стресса, когда все на другом языке, особенно когда маленькие дети, они обычно теряют, это может вызвать у них не просто стресс, но даже напряжение. Могу сказать, что по мазе как раз, да, здесь вопрос настройки. Я могу сказать, опять же, что вот у меня сейчас, вот не буду врать, да, есть школьники хинди, которые готовятся, вот, я не знаю, знаете или нет, у нас есть школа, в которой хинди это как один из предметов. Да, единственное, наверное, может быть, чуть ли не в России. Он сейчас готовится сюда поступать, ему нужно нагнать, вот у меня есть студент хинди, который, собственно, школьник. И вот сейчас я его как раз вот по этой методике обучаю. Мы не разговариваем полностью на хинди сейчас в первом уроке. Да, то есть отдельная тема, потому что существует комбинированная система, когда мы можем часть урока говорить на своем языке, часть на иностранном. Комбинированная. Да. Но могу сказать, что здесь нужно сонастроить, как я говорил, вот с этим мазь, да, ошибка, если мы переводим его, если мы переводим эти предложения. Просто нужно помочь ребенку, и могу сказать, что для детей как раз это меньше стресс, чем взрослым. Потому что взрослый человек чувствует себя некомфортно, когда он чувствует себя маленьким ребенком, что, собственно, происходит, когда он изучает иностранный язык. Да? То есть ему приходится вдруг попасть в среду, когда он ничего не понимает, даже простейшие вещи, как тебя зовут и так далее, он не может даже понять, о чем идет речь. А для ребенка это естественно. И в мультфильмы вот эти мази, сама эта методология сделана так, чтобы увлечь, чтобы ему было интересно, чтобы он разгадывал это как ребус, как некую шарагу. Да, вот эти вот грамматические конструкции, эти приложения, чтобы он сам догадывался и понимал, почему именно так, собственно говоря. В режиме игры, можно так сказать. Поэтому здесь, если говорить про адаптацию, да, безусловно, здесь некий период есть, и
и период сонастройки. Я могу сказать по своему опыту прохождения санскрита в Бхарате, что первые дни вот своего вот этого обучения я себя чувствовал полным идиотом, прямо просто, да? То есть вот мы разговаривали с педагогом, я ничего не понимаю. Но на 4-й день я начал разговаривать. Да? То есть первые дни ты чувствуешь себя полным болваном, вот, как бы в тебя загружают вот эту вот чужую речь, заливают, а потом происходит какой-то вот, скажем так, момент, когда происходит точка напряжения, скажем так, и ты начинаешь думать как раз, начинаешь на этих предложениях соображать. И здесь, кстати, вот логично, может быть, вам было бы показать тоже на эту тему по поводу того, что и как происходит. Есть очень интересно, что об этом информации, опять же, найти очень сложно. Есть такой профессор Беляев. Я вам могу очень порекомендовать его почитать. В 50-е годы был Беляев. Он занимался как раз исследованием. Да? То есть он как раз изучал вот эти вот методики, прямой метод, Верлица и комбинированный метод. И о результатах, да, о том, как студенты с разной методикой, они достигают результата. И он как раз вот в своих очерках, там несколько изданий, и еще одна, вот сейчас книжка, еще один автор, могу вам сейчас минутку показать. Вот, то есть первое, это вот психология обучения иностранным языком Артемов, это его, собственно, учитель, благодаря которому он дальше развивал, это психология изучения иностранного языка. По его исследованиям он пришел к такой точке, что как раз вот по вот этому грамматико-переводному методу люди, они учат годами иностранный язык, кто-то 4 года, кто-то 6 лет, кто-то 8, пока в конце концов не доходит как раз вот до этого состояния, когда он начинает наконец думать на иностранном языке. Да, и у разных людей это происходит по-разному. И совсем не нужно тратить вот это огромное количество лет для того, чтобы достигнуть вот этого, можно сказать, так, психологического состояния. Да, то есть вопрос в том, что нужно дойти до определенной точки взаимодействия с иностранным языком. Не можно к этой точке идти разными путями. Вот грамматика переводной метод – это очень долгий путь, если мы говорим про общение. То есть если говорить про перевод, письменный перевод, это вот, да, конечно, она работает. Но если говорить о том, что если мы хотим общаться, то грамматика переводной метод не дает нам этого. Он не дает нам получать эту возможность. Поэтому огромное количество времени и лет люди тратят на то, чтобы в конечном итоге к этому прийти. Здесь, кстати, в очерках могу вам сказать, что еще, может быть, будет интересно, что сейчас покажу. Есть книга, в которой Беляев, там несколько авторов, то есть там Беляев упомянут, но их на самом деле там значительно больше. Ну, похоже, живую здесь нет, не открою. Так что вот очень могу вам порекомендовать. Для меня удивительно, что вот об этом человеке нет даже страницы в Википедии. То есть они сделали огромную работу, огромное исследование в 50-х годах, у них были тестовые классы и прочее, статистика и прочее. Результаты есть, все работает, все, ничего не знаю. И имя этого человека, к сожалению, почему-то забыто. Так что вот если интересно, насколько стресса, насколько это возможно или невозможно, вот очень могу вам порекомендовать. Но вернемся, собственно, к самой методике и к тому, как с этим можно работать. Значит, что я вам еще хотел сказать насчет стрессов и насчет того, насколько что и как эффективно. Отдельная история, тоже, да, в целой школы есть, которые разговаривают только на иностранном языке, это полиглоты. И существуют полиглоты, которые разговаривают не просто там, на 5-7 языках, да, а существуют полиглоты, которые разговаривают больше, чем на 15 языках. И вот вам покажу нескольких, да, то есть первое, это, собственно, Бенни Льюис. Вот очень могу рекомендовать вам вот эту книжку «Беглый язык», да, то есть свободное владение языком за 3 месяца. Она есть переведенная на русский язык. Потрясающая книга, и в ней как раз рассказывается о очень многих ключевых точках, почему люди не могут начать свободно разговаривать на иностранном языке. Почему они говорят, например, что только люди, у которых особые способности, могут быть лингвистами там, или хорошо владеть иностранными языками. Или что взрослый человек, он не может начать учить иностранный язык, только ребенок должен начать. И прочее. То есть огромное количество мифов, которые его развенчивают и объясняют, что это далеко не так. Или, например, он сам
как бы прошел через то, что вот есть такое клише, миф о том, что обязательно нужно изучать иностранный язык в той среде, где ты хочешь его учить. И вот он так приехал, он сам молодец, он приехал, я не помню куда, но в общем суть в том, что он попал в так называемый экспат-бабл, такой термин есть, пузырь экспатов. Да? То есть ему сразу же нужно было решать насущные проблемы. Где еда, где ему жить и прочее. Он тут же нашел своих соотечественников в этой другой стране, которые разговаривали на том же самом языке, что и он. И около полугода, находясь в другой стране, он по большей части на языке этой страны не общался. Потому что он по большей части общался со своими собственными соотечественниками, так ему было комфортно, ему было трудно выйти из этой самой зоны комфорта. Да, то есть можно находиться в абсолютно другой стране, но при этом не достичь никаких результатов. И наоборот, у него есть история, вот есть его сайт, можете почитать о том, как он учил, по-моему, египетский и арабский, находясь как раз дома, потому что, по-моему, началась пандемия, и возможности уехать туда не было. И вот он за счет онлайн-общения через специальные системы, есть italki, может быть, слышали, italki.com, система социальная для обмена языком. То есть вы можете найти, причем найти как учителя. Я вот могу сказать, что можно найти бесплатно абсолютно человека, с которым вы можете по обмену пообщаться. И могу сказать, что вот с индийцами в этом смысле особо интересно, потому что те люди, которые находятся в этой социальной сети, они очень особые. Да? То есть одно дело это пообщаться с рикшей каким-нибудь или там продавцов фруктов, что тоже может быть очень полезно, да, то есть я вот сам, когда я изучал хинди, я приходил на рынок и спрашивал, это что? Какой-нибудь такой, знаете, там, то ли груша, то ли яблоко, у них там еще такие фрукты и овощи очень специфичные, которые он откроет. Я спрашиваю, это что? Он говорит, вот то. Я говорю, сколько стоит? И вот таким образом происходило обучение. Да? То есть моим учителем был как раз в данном случае продавец фруктов, или там овощей, или еще что-нибудь. И это тоже может работать. Но при этом словарный как бы, багаж этого человека, или продавца, да, или тема, на которой можно пообщаться, очень такой особенный. Вот в italki те индийцы, которых я встречал, как правило, они знают 4, 5 или 6 языков, они очень сообразительные, они очень интеллигентные, и, ну, я там не знаю, и они могут находиться где угодно. Я вот так вот часто в санскрите пообщался с девушкой, которая живет в Сан-Франциско, при этом она из Индии. Да, она там в каком-то университете проходит, собственно, обучение. То есть italki в этом смысле это такое окно, можно так сказать, вообще в другую вселенную с точки зрения иностранных языков. И можно найти очень интересных людей и узнать не только про какой-то язык, но и про то, как, собственно, его можно изучать. Это первый человек, да, то есть Бенни Льюис, у него на TED-Talk есть очень замечательное выступление. И вот еще один могу вам показать, это Владимир Шкуль III. Все, короче, начинаем. Всем привет, меня зовут Артем Назаров, сегодня я общаюсь с Лорена. Так сложно. Он вообще из Словакии и знает больше, чем 22 языка. Да, то есть он где-то приблизительно моего возраста. И вот на сегодняшний день его можно найти, вот я видел, не спал сегодня, там «Удивительные люди» есть такой ток-шоп, его приглашали туда. И вот там вот он свободно общается с самыми разными людьми из самых разных стран. И у него есть сайт, я прямо ему написал, мне ответил, он вполне доступен. Если вы можете, опять же, если у вас какие-то вопросы есть по то вы можете запросто написать. Он очень хорошо владеет русским языком. Он сам из Словакии, поэтому для него русский оказался очень прост, потому что словацкий очень с русским очень похожи с точки зрения слов, с точки зрения грамматики. И для него это вообще не проблема. Он делал хорошо как раз коммуникативные техники, он сказал, что сам не проходил подобных курсов. Но вот это видео, если интересно, можете найти, вот это интервью, оно достаточно длинное. Он рассказывает, что он не занимается при изучении языков сидением с учебниками, изучением грамматики, и вот всем вот этим он вообще не занимается. Ему важно общение, ему важно услышать, как люди говорят, важно начать с ними говорить. И вот здесь вот он рассказывает, вот если интересно, рекомендую вам, вы можете услышать, как он говорит на русском языке. Да, как можно быстрее, да. Потому что я уже сказал много раз, что изучение языка, как изучение, это способность, да, как, не знаю, как играние на гитаре. Ну, навык, то есть. Навык, да. И лучший подход или способ, как выучить играть на гитаре, это играть на гитаре. Потому что ты можешь и постоянно очень много. Потому что ты можешь слушать музыку, ты можешь, я не знаю, там,
профессор может тебе объяснять весь день, каждый день, как хорошо играть, но чтобы понять, как хорошо играть, нужно, тебе надо заниматься тем как можно больше. Проблема в том, что есть языки, которые очень-очень сложные, как вот, например, китайский, и нельзя с первого дня начать говорить. Есть очень много вещей, которые надо выучить, только тогда получается то, что ты можешь сказать что-то на китайском. На русском нет. На русском, наоборот, нельзя начать говорить довольно быстро. Я не знаю, там после недели, после... Ну, короче, быстро. Да. Ну, короче, не нужно заниматься грамматикой, как говорит Поляков. Тоже очень рекомендую, очень много интересной информации, тоже на самом деле туда же копилку. И здесь вот про мысление на иностранном языке хотел вам отдельно еще показать то, что... Сейчас, минутку. Здесь. Да, ну вот, например. Меня зовут Сабрина, я из Ливна. Вот вы можете посмотреть, сейчас обратите внимание, с какой скоростью говорит человек, да, то есть это иностранка, и она говорит на русском языке. Вот вы можете обратить внимание, как человек, который переводит, да, на самом деле, то есть можно видеть, как у него пауза возникает в тот момент, когда он начинает переводить и складывать. Мы сейчас вот видели Владимира, да, с его теткой можно какая. И вот видно, что он не переводит как раз, да, то есть он сразу же уже говорит то, что он хочет сказать. И вот эти уже конструкции, короче, да ладно, вот у него уже прямо речь вот этот мусор, который мы используем, строят, потому что это естественно, мы как говорим. Как раз вы это не найдете в учебниках по грамматике. Вот этих вот живых конструкций, которые люди используют, в учебниках по грамматике нет. Вот посмотрите, как говорит эта женщина, потом я вам покажу другой пример. Я француженка, и я в Новосибирске второй раз. Мне очень нравится город. Это Новосибирск. В Новосибирске есть много энергии, и думаю, что экс-лингу в школе есть много энергии. И преподаватели, они с восторгом преподают. И мне кажется, что экс-лингу это как семья, потому что это не такая большая, это очень, преподаватели очень приятные, и мне понравилось встретиться с разными студентами. Видите, вот ее взгляд, который вот она вспоминает, да, то одну конструкцию, то другую конструкцию, он заставляет ее тормозить. Вот она каждый вот в этот момент, каждое предложение у нее как бы через силу происходит. Именно из-за этого, из-за того, что она сначала на своем языке формирует это предложение, и потом его пытается произнести, собственно, на иностранном. Это сразу становится видно. Это очень неестественно, и это очень неэффективно, опять же могу сказать. Да, и вот вам другой пример хочу показать. Вот, да, видит. Ну, послушайте, здравствуйте, это доктор Вик. Как он говорит на русском языке, вот как раз с точки зрения fluent, да, с одной стороны. С другой стороны, хочу обратить ваше внимание, особенно, это тоже один пунктик, который в нашей школе, особенно в старой школе, строит об ошибках. В том, что мы все должны делать правильно, и ни в коем случае нельзя ошибаться, да, с точки зрения окончаний или еще что-нибудь в этом духе, когда вы говорите на иностранном языке. Вот послушайте, насколько флюид вот этот профессор, и насколько он ошибается или не ошибается, да, вот с русским языком, вам это легко будет понятно. Сегодня будем знать про очень чудесный ароматический препарат для мозга. Это будет помогать всем, либо студент, либо взрослый, либо кто-то работает. Для всем это очень полезно. Это называется брамми. Бактерическое имя Сентрила эшапита. Я скажу вам сегодня 8 преимуществ от брамми. И потом скажу вам дозировку. Так что быть со мной до конца. Самый первый. Это брамми включает память. Так что если кто-то учит, либо кто-то проблемами с памятью, можно принимать брамми. Вторая. Это включает фокус и концентрацию. Так что если вы не можете концентрировать, можно принимать брамми. Третий. Брамми балансирует эмоции.
Так что если эмоциональный дисбаланс есть, гамми очень хороший будет помогать. Я даже в своей практике много раз даю гамми, и это очень хороший эффект. Четвертый, гамми изучает сон. Да, то есть, может быть, он читает как бы тот текст, который он говорит. Да? Понятно, что может быть это ему подсказка, и скорее всего так оно и есть. Но можно видеть, что при этом вот этого, да, потери в пространстве, перевода у него в этот момент не происходит. Он понимает, что он это говорит, и говорит это сразу. При этом очень много ошибок. С точки зрения окончания, может быть, произношения. Я могу сказать, что у меня достаточно большое количество друзей индийцев, которые здесь в Петербурге живут, вообще в России. Я не знаю ни одного индийца, который бы говорил на русском идеально. То есть нет, да нет, что-нибудь вот из анекдотов, когда началась вот эта перестройка с текущей ситуации, вот мы обсуждали с моим знакомым по поводу того, что начали использовать большевики для того, чтобы делать бумагу. Может быть, слышали такую историю. Так вот мой индиец, он назвал их большевиками. Может быть, не так услышал, но в итоге большевики превратились в большевиков. Что было очень, конечно, комично. И могу сказать, что еще раз, ни одного индийца, который бы абсолютно идеально, все бы окончания, все бы скрижения и произношения, причем у них там русские жены, с которыми они живут там, в России уже там, лет 20, у них русские паспорта и прочее, 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 ни одного не будет. Может быть, есть, но пока не встречал. То есть у всех какая-нибудь, потому что русский язык, конечно, как иностранный, очень сложный. С нашими падежами, с нашими склонениями, приставками. Вот я пробовал обучать, могу также сказать, вот, самих индийцев русскому языку. Вот там приставка «пере», например. Почему с одними словами оно имеет, работает как в одной функции, а с другими словами работает в другую функцию. Вилька, тарелка, бутылка, может быть, знаете, да, это анекдот про грузин, да? Это нужно запомнить, понять это невозможно. Да? То есть вот некоторые вещи, они вот потому что мы так говорим. Объяснить это логически бывает, может быть, можно там какую-то историю найти корни, но проще это запомнить, что вот оно так. Я могу сказать, что интересно, что в санскрите вот с этими приставками все точно так же. То есть там есть похожие приставки, па, пра, ану и так далее, и вот они с одними словами работают одним образом, с другими словами работают другим образом. Один в один, собственно, как с русским языком. И это невозможно, вот как бы правило, да, вот 2 плюс 2 равно 4, невозможно вычислить. Это нужно уже готовые эти конструкции, чтобы они у вас уже, собственно, были. Вот, ну и правильно немножко тоже вам сейчас рекомендую. Я отдельно хотел бы часть лекции по поводу того, на что обратить внимание, да, с точки зрения здоровья, там, скажем, и так далее, посвятить, но уже ближе к концу, потому что это уже не так важно, скажем так. И следующая часть, собственно, о чем я особенно хотел сказать, это сами материалы. Да? То есть, что необходимо для того, чтобы начать использовать вот эти методики. Как вы видели, учебники Берлица, они совсем отличаются. Да? И как заявлено в моей лекции, не использовать словари. Что же тогда использовать? Да? И первое, что хотел бы вам показать, это так называемые визуальные словари. Они есть для разных языков. И если говорить там, про английский, может быть, в основном английский у нас особо популярный, вот есть издательство Лобман, очень могу вам его рекомендовать. Здесь, кстати, вот внизу в библиотеке появилась огромная коллекция английских учебников, Макмиллиан, и вот лондонские словари там тоже есть, оксфордские словари. Они замечательны тем, что здесь еще раз в этих учебниках вот, английский преподается через английский. И эти словари, они, собственно, есть толковый словарь лондонский, вот так вот запрощены. Вот он полностью это тезаурус, да, то есть это словарь толковый, можно так на русский перевести, да, в котором английские слова объясняются другими английскими словами. Где-то с картинкой, где-то с примерами. И это еще раз замечательный способ для того, чтобы изучать язык через язык. И вот здесь можно увидеть, что каким образом, собственно, это выглядит. Да, то есть вот так. Еще здесь особо обращу внимание, вот в этом словаре и других, что цифры стоят. Да, то есть есть некие понятия, да, там номер комнаты, название улицы, но не подписано тут же, да, это перевод. Стоят цифры, которые со ссылками. А сам перевод, он здесь есть, он вот здесь. И учитель что может сделать? Он может взять вот это все закрыть. Да, и нужно назвать, вспомнить, как вот это называется на этом языке, с одной стороны. А с другой стороны, можно взять и вот вместо этих слов английских взять и засунуть любой абсолютно язык, представить этим цифрам.
То есть мы можем к этим цифрам написать китайские слова, японские слова, русские слова, какие угодно слова. С одной стороны. С другой стороны, вы можете видеть, что очень важно, что здесь есть контекст. Да, когда мы учим слова по словарю, они у нас как в словарном, в алфавитном порядке, да, и там некие, может быть, предложения могут быть, например, как контекст может быть вот какой-то. Но когда у нас есть визуальный контекст, у нас есть визуальная память здесь сразу же включается. И это работает совсем по-другому. И можно видеть, что вот целый словарь, да, то есть вот, например, тема себя. Видите, все в цифрах. То есть берем фотографии, и вот таким вот образом мы можем, собственно, провести урок, только общаясь, используя соответствующие слова. Вот, например, класс. Да, здесь есть учебники, есть школьники, есть учитель, есть доска, все, что с этим связано, все, что связано с этим контекстом. Нам совсем для учителя совсем не нужен словарь, для студента совсем не нужен словарь. Для него важно что? Важно, чтобы он услышал эти слова, которые ему расскажут. Он их смог ясно услышать, ясно повторить. И дальше, чтобы он мог их воспроизвести сам. Да? То есть, с одной стороны, услышать, с другой стороны, произвести. И знаете, очень интересно, вот изучая китайский, вот смотрел вот этот мультфильм про Бигмази, там вот очень интересно, что в китайском языке вот этот вот ковакс, да, он очень умный. Вот интересно, что в китайском используется очень много синонимов, что означает слово умный, там используется слово цонмин. И цонмин, если посмотреть татуировку, что он означает, он означает ясно слышащий, видящий и чувствующий сердце. Да, то есть не тот, кто много соображает, может быстро считать или еще что-нибудь, а тот, кто ясно воспринимает. Ясно воспринимающий, можно так сказать, на китайском умный человек. Да, то есть ковакс, он очень сообразительный, цонмин. Но на самом деле он при этом тот, кто очень ясно может воспринимать то, о чем говорится. Вот для студента, для того, чтобы работать по этой методике, да, там, про адаптацию, вот, если вопрос говорить, очень важно, чтобы он мог схватывать на ходу, слышать те слова, которые говорятся, и понять, что же здесь имеется в виду. И, конечно, бывает, что учитель здесь необходим. Могут быть предметы сами по себе, да, то есть они могут быть и в контексте, и могут быть вот таким вот образом. Может быть, это некая последовательность. И вот если говорить про китайский, вот хотел вам показать, я специально с собой принес, беда в том, что вот наши пособия, которые есть в магазинах, и вот если говорить там, про английский язык, например, вот про китайский язык, в чем заключается? Я вам сейчас покажу. Сначала неправильные карточки, а потом правильные карточки. Вот возьмем, например, карточку, я надеюсь, там издалека видно, да, что есть, собственно, изображение, картинка. Но самое, что неправильно в этой карточке, что тут же есть слово, есть перевод. Либо перевод есть, либо здесь есть транскрипция, как она звучит. Да? То есть вот здесь вот вы видите, нет ничего, кроме цифры. И вот это, собственно, не дает вам учить. И вот все карточки, которые я видел, есть, например, 500 карточек английского языка. Изображение слова на русском языке, картинка, да, либо слово на английском языке. Там 500 прилагательных английского языка, 500 глаголов. Беда в том, что есть картинка, и при этом тут же есть, собственно, что оно означает. Когда можно показать вот так. И ничего переводить не надо. Да? То есть вы можете вспомнить или не вспомнить, как это будет. Well, там, еще каким-нибудь образом на иностранном языке. И это при этом карточка от 8. Это не карточка из учебника иностранных языков. Да? То есть это карточка из детской игры. Я специально просто сходил в магазин, купил. Да? Туда вот мы можем взять и вот по картинке вспомнить или не вспомнить, собственно, то слово, которое есть. И при этом, опять же, мы эти картинки можем друг к другу как-то соединять. Да? То есть стул стоит рядом с диваном, или стул стоит перед диваном, или стул стоит за диваном. Стул меньше, чем диван, или стул больше, чем диван. Стул стоит на диване. Да? То есть самые простейшие конструкции вот за счет вот этих вот таких вот карточек мы можем, собственно, делать. Если мы посмотрим другие учебники, сейчас я вам покажу. Вот, например, санскритская Читра Бада Коша. Да, то есть это вот санскритский визуальный словарь, который выглядит вот таким образом. Здесь ни одного слова на английском, ни одного английского слова. Да, то есть вот картинка, и к ней, собственно, подпись того, как это будет, собственно, на деванагаре, то есть санскрит, и вот здесь южный индийский язык, это, по-моему, тамиль, если я не ошибаюсь. И можно сделать, да, собственно, распечатку так, чтобы вот эти надписи, они были сзади.
да, чтобы мы не видели, глядя на эту картинку, как оно должно произноситься, чтобы мы могли их тренировать. Огромное количество слов. Возьмем то же самое. Так, это немножко не тот китайский словарь, я вам хотел показать. Вот, да. Вот точно так же, как английский учебник, только китайский, ну, в смысле, словарь. Причем это китайско-русский словарь, я особо обращу внимание. Да? То есть вот на русский язык переведены на самом деле. Но опять же, эти картинки можно использовать, то есть из него сделать словарь визуальный не для китайского, а для, я не знаю, английского, немецкого, французского без проблем. Просто мы закрываем вот эту часть, которая с цифрами, и к этим цифрам приписываем потом при желании совсем другие, собственно, другие слова. Да? То есть вот опять у нас есть полный контекст. И при этом могу сказать, что вот эти картинки, да, еще, одно дело, если есть предметы, да, вот там, или часть тела какая-нибудь, но они в том числе могут работать как, немножко не то, сейчас, как глаголы, например, да, вот тут, в принципе, это уже можно видеть, да, разговаривать по телефону, печатать что-то. Да? То есть мы можем при помощи вот этих изображений, картинки изобразить не только существительное, мы можем таким образом изобразить прилагательное, мы можем изобразить глагол, изображая здесь дату, например, да, там, сегодня и вчера, мы можем показать, собственно, прошедшее время, будущее время, завтра, встреча, утро, вечер и так далее, так далее, так далее. То есть за счет визуального изображения можно передать ту мысль, которую вы хотите. Вот, да, вот этот вот словарь хотел вам показать, тоже китайский. Вот смотрите, здесь все вот есть, собственно, пини, никакого перевода на английский или еще куда-то. Китайский иероглиф, пини на картинке. И вот есть, собственно, ну я думаю, что здесь понятно, да, то есть вот госпиталь, собственно, парк, школа, административные учреждения, ну и так далее. Да? То есть вот, глядя просто на эту картинку, можно понять, о чем идет речь. И вот так целый словарь с огромным количеством слов. То есть, конечно, нужно, чтобы было поставлено произношение, чтобы вы по этому пению правильно произносили, да, эти слова, и учительская помощь, она может быть необходима, но вот можно учить слова вполне и вот таким вот образом. И могу сказать, что есть, например, даже онлайн такие словари, сейчас я вам покажу, с аудио. То есть здесь даже вы можете самостоятельно услышать, как звучит то или иное слово. Видите? Да, вот смотрите, сколько тут языков. Вот какой язык? Вы не можете? Испанский. Почти. Да, сейчас мы найдем итальянский. О, средний? О, вижу. Спасибо. Да, вот берем любую тему, вот прям кухня. И вот, да, то есть вот предметы, щелкаем. El colador. La sartén. La olla. Да, сначала можно их, собственно, вот так прослушать, позапоминать, а дальше можно пройти игру, в которой угадывать по аудио или по тому, как оно вот по выбору, да, то есть флеш-карточки из этого сделать, ну, вот с аудио, например. Он бесплатный? Да, да, абсолютно. То есть вот заходите и вот легко. El bol. El rallador. Да, то есть вот можно взять. Мне очень понравилось, тут, например, с фруктами, сейчас я покажу, как выглядят флеш-карточки. Сейчас я буду сюда, да. Там вот целая корзина получается. Ну, то есть, сейчас. Вот, да.
La manzana. Да, то есть вот огромное количество вот этих фруктов, овощей, и она говорит. La manzana. И вот надо понять, где вот оно вот лежит. Ну и пытаемся. Не угадал. La manzana. Значит, яблоко. О, смотрите, действительно. La naranja. Ну, допустим. Ага. La naranja. Ну и так далее. La fresa. Да, то есть вот полностью нужно корзину таким вот образом разобрать. Здесь, конечно, нет полноценных предложений, но вот для того, чтобы на аудио не на предметы разгадать, вот тоже вполне может оно собственно, работать. А как он называется? Как сайт называется? Сайт называется digitaldialects.com. Вот можете видеть здесь. digitaldialects.com. Не знаю, видно там, не видно? Сейчас я попробую скопировать, ставить куда-нибудь и увеличить, чтобы большим шрифтом это было. Сейчас. Вот. Чуть-чуть больше. Вот. Да, то есть там огромное количество разных упражнений для того, чтобы вот через вот это визуальные способы можно было воспринимать. Так. И еще вот отдельно тоже. Это отдельные книжки. Тоже могу вам порекомендовать. Специально это немцы придумали, называется Бибельбухи. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь или нет. Это такие книжки с картинками, которые сделаны как раз для того, чтобы с детьми, в первую очередь, конечно, тренировать живое общение. То есть здесь есть некие истории. И вот как глядя на вот эти картинки, можно, чтобы, то есть учитель он общается со студентом, и студент и спрашивает студента, вот что происходит, например, вот здесь. Кто это, почему они вот бегут куда-то, от кого они бегут, или кто вот этот человек, что он здесь делает, или вот этот человек. То есть в этих картинках целые истории, которые можно придумывать, додумывать. Они, как правило, мне сейчас не развернуть на 2 страницы, обычно оно как бы 2 страницы выглядит. Да, то есть левая часть, правая часть. И вот оно мелкое, но тут вот целая история огромная. Причем они, эти бибельбухи, вы можете видеть на разные темы. Да? То есть раннее утро, час пик, рабочий день, аэропорт. Да? То есть есть, например, бибельбухи, которые посвящены определенным темам. Вот, например, да? День в аэропорту. Да? И вот, собственно, что там в аэропорту, когда кто-то вылетает, вдруг рейс там отменяется, или там какой-то багаж, или еще что-то в этом духе. Да, то есть, глядя на эти картинки, можно со своими студентами обсуждать, что происходит. Происходит регистрация, или кто-то опаздывает на самолет, или еще что-то в этом духе. Вот еще одно пособие, они у нас продаются, их тоже можно найти, насколько я понимаю. Очень классная штука для обучения иностранным языкам. По временам года очень здорово это работает. Тоже абсолютно визуально, тоже никакого словаря, никаких как бы дополнительных вещей. И еще, если возвращаться к Лонгману, вот могу порекомендовать, тоже есть замечательные отдельные книжки, связанные с коммуникационными играми. Да, Advanced Communication Games, вот одна из них. То есть здесь это книги, в которых как раз, видите, тоже есть картинки разные, чтобы можно было. Когда можно играть всякие ролевые игры, заставляющие студентов включаться в активное общение. Ну, то есть, примерно приведу, например, значит, на лоб приклеивается наклейка, одному Шерлок Холмс, другому Буратино, третьему, собственно, еще кто-то. Я не знаю, что мне там вот поставили. Я должен, общаясь с другими, собственно, студентами, спросить, кто я такой. Да, то есть я должен подойти, и он мне на вот этом иностранном языке должен сказать, ты там вот живешь в Лондоне, у тебя там есть друг врач, ты занимаешься, все это должно быть, собственно, на английском языке. Все как пример. И вот здесь вот целое огромное количество разных таких коммуникативных игр, которые, собственно, для этого и предназначены. Я вышел вообще на эту книжку, найдя англичанина, который преподает английский в Китае как раз. То есть он использует вот эти вот пособия для обучения английскому китайцам самим. Вот еще Beginner's Communication Key, тоже, собственно, Лонгман. Вот можно поискать, очень вам рекомендую. То есть здесь набор разных методов, разных способов.
И вот тут вот видите, вот это список, да, то есть каждая строчка это вот отдельная игра. И дальше идет вот первая игра, объяснение, как ее использовать, какие нужны ресурсы, инструменты, советы для учителя и так далее. И далее. То есть 40 раз. Что? Фотографировать забаве можно? Да, конечно. Beginners Communication Games. Ну, в случае чего я запись сегодняшней встречи тоже веду, так что потом выложу, и думаю, что в группе самой библиотеки выложу, вы сможете, если что, отмотать назад сегодняшнюю встречу, я надеюсь. Вот, так что вот очень рекомендую, они тоже есть, pronunciation games, да, то есть специальные игры для того, чтобы нарабатывать, ну это тоже Cambridge. То есть они существуют, эти методики. Предыдущую обложку? Вот это вот? Немножко вверх, да. Да, pronunciation games. Cambridge. Так, ну я вам хотел, собственно, показать, как происходит обучение, вот как раз то, что я проходил, да, в Санскрита Бхарати, как это на практике происходит. Ну, посмотрите, как русскому обучают. Вот немножко посмотрим, вы можете почувствовать, насколько сложно это или не сложно. Вот первый урок, самый-самый. आता है ये हम आज यहाँ सीखेंगे। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतम् अत्यन्तं सरला भाषा। संस्कृतेन सम्भाषणम् इतोपि सरलम्। वयं सर्वे अपि स्वल्पेन प्रयत्नेन नित्यजीवने संस्कृतस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। आगच्छन्तु वयम् इदानीं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। मम नाम विश्वासः। मम नाम विश्वासः। भवतः नाम किं? मम नाम उदयनः। उत्तमम्। मम नाम विश्वासः। भवतः नाम किं? मम नाम श्रेयः। भवतः नाम किं? मम नाम शशिधरः। उत्तमम्। मम नाम विश्वासः। भवत्याः नाम किं? मम नाम प्रिया। भवत्याः नाम किं? मम नाम शान्तला। मम नाम श्रीलक्ष्मी। भवतः नाम किं? मम नाम सुधीरः। मम नाम इन्द्रः। मम नाम प्रशान्तः। भवत्याः नाम किं? मम नाम गीता। मम नाम चन्द्रिका। मम नाम महादेवी। भवतः नाम किं? मम नाम मञ्जुनाथः। मम नाम बिन्दुशेखरः। मम नाम युधिष्ठिरः। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु पृच्छतु। भवतः नाम किं? भवतः नाम किं? मम नाम शशिधरः। भवतः नाम किं? मम नाम उदयनः। उत्तमम्। उपविशतु। Да, то есть можно видеть, что все абсолютно интуитивно понятно, ничего переводить не нужно, абсолютно все ясно. И вот таким образом проходит обучение вот с очень простых вещей до очень сложных. Существуют специальные у них учебники, да, то есть вот можно видеть тоже визуально, как это происходит. Есть у них точно так же, ну вот как раз how, нам, ким, это вот как раз эти предложения есть и ответы. Как раз по ним и есть. Есть у них как у офлайн школы, в которой проходил, так и, собственно, онлайн. То есть у них есть уроки, где обучение происходит вот в таком формате. भाषा प्रवेश पुस्तकस्य प्रथमे पाठे специально для учебника, да, именно для вот этого учебника. भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। मम नाम दर्शनः। भवतः नाम किं? मम नाम आनन्दः। मम नाम दर्शनः। भवत्याः नाम किं? मम नाम खुशबू। मम भवतः भवत्याः परस्परं परिचयः। मम नाम खुशबू। भवतः नाम किं?
नाम किम? मम नाम खुशबू। मम भवतः भवत्याः किम? सुनीला मम नाम. Да, но там другую. विमान है अर्थात तत् विमानम. Тут можно видеть с русским языком тат, это, как в русском языке практически. तत् पुष्पम. Тат, пушпам. एतत् दूरदर्शनम. Ядат Дурдаршина. तत् फलम. एतत् पर्णम. पुस्तकं पठामः. एतत् सङ्गणकं. शिक्षकः वदति एतत् सङ्गणकं. शिक्षक के पास में संगणक है अर्थात शिक्षक से दूर विमान है अर्थात तत् विमानम. И особо удивительно, вот на мастер-классе, который проводил до сегодняшней лекции, что у них существует даже учебник, огромный, там, 4-уровневый учебник, когда вот таким образом можно учиться даже без учителя. То есть вот эта вся информация, да, нужно, конечно же, уметь читать, чтобы правильно запоминать слова эти конструкции, но вот таким вот образом в виде картины, вот то, что мы видели, это кто, да, Эша, Са, да, можно эту грамматику, по сути, изучать через визуальные ряды. И как это может быть простая грамматика, как это то, так и очень сложные вещи. То есть я вот сейчас отмотаю, ну вот, например, да, вот это был хороший пример, когда разное время, да, то есть прошедшее, будущее время при помощи визуального ряда может быть донесено. Да? То есть вот, например, будущее время. Джанани чинтети, да, женщина, она волнуется. Палакага авишити, авишити будет. Палакага авишити. Чалишити, пойдет, будущее время, конечно, да? Видялам ганишети. Снатака ганишети. Да? То есть вот конструкции будущего времени через визуальный ряд того, что будет в будущем времени, вот оно таким вот образом объясняется. То есть даже без преподавателя, в том числе, если правильно составить учебник, можно сделать так, чтобы обучающийся мог, собственно, понять. И вот если говорить по поводу того, чтобы начать думать, здесь интересно, что сам учебник он построен таким образом, чтобы студент, который учится правильно самоучитель, то есть это самоучитель санскрита, он так называется, Саян Шикшин, он учился и говорить, по сути, понимать, и читать, и писать. Потому что основная работа, вот вы можете видеть вот здесь вот эту работу с учебником, это наработка готовых конструкций. То есть есть пример, и дальше на основании этого примера нужно написать свою часть. Левая и правая часть. Левая – это пример того, как нужно сделать. То есть наработка вот этих паттернов. Основная работа, что вот как вот при разговоре, при общении, вот когда мы санскрит Бхарати обучали, да, вот есть готовая конструкция. Мы не переводим по словам, да, мама, нама, Владимир, Асти. Да? Готовая конструкция. Мама, нама, Владимир, Асти. Да? Чтобы это было едино, чтобы я даже не задумывалась о том, как это сказать, что я только Владимир вставил, собственно, и все. Вот это основное, чтобы был готовый паттерн, именно благодаря этому можно начать думать на языке, не переводить. Когда у нас есть готовая конструкция, в которой нам достаточно вставить название страны, мое имя, или слово, которое, например, у нас много английских слов в русском языке, какие-то английские слова, название компании, опять же, еще что-то, мы можем просто вставлять, даже не думать о переводе. И вот основная здесь работа в этом самоучителе, что путем многократного повторения, написания вот этих предложений, в конце концов, ты полностью запоминаешь уже на автомате, абсолютно как оно должно произноситься и писаться. Когда же мы учимся при общении с учителем, писать совсем не нужно. Просто нужно много раз, не сколько зазубрить, сколько проговорить. Да? Так, чтобы эта фраза, она стала частью нас для того, чтобы она была автоматической, чтобы оно было приоритетом. И, собственно, если говорить про само определение, да, свободного владения языка, как раз у Бенни Льюиса, которого я вот здесь вот, упоминал, очень интересно, что он говорит о том, что я с этим согласен, что свободное владение, когда мы можем на языке думать. То есть для этого не нужно нам очень много учить, не нужно очень много грамматики. Если мы хотя бы даже простейшее предложение можем автоматически, не задумываясь, не переводя, произносить, мы уже кусочек иностранной речи начали понимать на уровне свободного владения. Ну, на самом деле, тут уже немножко поджимает, еще вам что хотел сказать.
отдельно по вопросу, почему, собственно, этого нет у нас, да, почему этого нет в наших школах, почему таким образом не преподают университет. Я, в свою очередь, прошел 4-годовой курс у преподавателей ВОСТФАКа по арабскому языку. Да, моя школа она была экспериментальная, у нас был сделан, так называемый Восточный институт с 8 класса своей школы по 11, 8, 9, 10, 11. Мы, кроме других предметов, изучали арабский язык и, собственно, то же самое, что делали в Восточном факультете, потому что преподаватель нашей были из Восточного факультета, мой преподаватель Яфи Юсуф Джамиль, она сейчас, собственно, декан арабистики в ВГУ. И могу сказать, что как раз у меня на контрасте, да, есть очень контрастный опыт обучения по грамматико-переводному методу и вот по вот этой коммуникативной практике. У нас были арабские учебники, да, то есть не какие-то русские там или что-то. Мы читали диалоги, да, то есть мы не свободно их говорили, в этом была основная проблема. Мы их читали и мы их переводили. И связано вот это все с тем, что сами задачи университета, вот если мы посмотрим, я специально нашел, можно посмотреть, например, есть онлайн-курс, да, по арабскому языку, есть открытый университет, открытое образование, да, вот если вы можете взять и пройти курс по арабскому языку. Но если вы отмотаете и посмотрите не сколько на программу, а сколько на умение, да, то есть вот эта часть самая важная, что вы будете уметь по результату этого курса. Вы будете переводить на русский язык связанные адаптированные тексты и отдельное предложение со словарем. Вы будете переводить простые предложения на арабский язык словарем. То есть вы не будете разговаривать, вы не будете общаться. И вопрос в том, что практически все наши курсы, которые вот я посмотрел Восточного факультета, я пообщался, у меня есть, как я говорю, знакомые в СПБГУ, я пообщался с предприятием, которое преподает, а я не буду говорить, какой язык, да, чтобы его выдавать, который преподает один из восточных языков в СПБГУ, и пообщался с его студенткой, которая достаточно свободно говорит на этом языке, а при этом она даже там работала в суде, насколько свободно уже общалась на этом языке, что работала в суде. Вот рассказали мне следующую информацию, что после 3-го курса наших студентов, в пандемию это не получилось, но в основном их отправляют в Индию. То есть учат они их там иностранный язык, там есть такая Хинди-Самстхан организация. Но вот пообщавшись с студенткой, я выяснил, что говорить на хинди в итоге, да, вот на хинди она разговаривала, она научилась благодаря своим знакомым индийцам. Ни в СПБГУ ее не научили, ни даже вот этой самой Хинди-Самстхан. Потому что Хинди-Самстхан, они что делали? Их лектор, он читал для них лекцию, они в пассивном режиме эту лекцию слушали. То есть они что-то понимали, что-то писали, но сами они не разговаривали. Вот этой вот коммуникативной техники обучения не было. Хотя могу сказать, что в Индии хинди есть школа, в Химачале есть школа, в которой вот по коммуникативному по верности, можно сказать, обучают хинди. Она существует, опять же, около 100 лет, эта школа. И вопрос в том, что, еще раз, задачи нет. Задачи университета нет людей научить разговаривать на иностранном языке. Есть вот здесь вот у них сайт официально, в котором есть программа. Да, вот тут 2020 год, я специально вот тут могу вам показать. Да, то есть вот рабочая программа учебной дисциплины. Я не буду вам открывать, у меня есть общий итог, который я собрал. Да, и вот можно увидеть вот самый разный. То есть иракский диалект, египетский диалект, навыки письменного перевода текстов, грамматического анализа, разбор диалектов. То есть здесь упоминается разговорная речь, но поскольку. То есть у главного нашего, можно сказать, учебного заведения, которым, по идее, должны были бы учить разговаривать на арабском, на хинди, на бенгале, на маратхе, на других языках, нет такой цели. Это первое. И второе, что очень интересно, что кроме хинди, скажем так, да, там кафедра индологии очень большая, там есть и бенгали, там есть санскрит, есть другие языки, отправляют студентов только изучать хинди. Да, то есть если он изучает бенгали, все равно его отправят изучать хинди. Почему? Потому что с другими университетами, в Индии, я имею в виду, заключить договор, потому что они обучают, то есть они прислали нам индийских студентов, они будут русскому учить, наших отправить в Калькутту, например, общаться на бенгале, это технически очень сложно. И поэтому, независимо от того, учите вы бенгале, санскрит или еще что-нибудь, вас все равно отправят
в двери, ну сейчас уже не двери, я понял, они в Агру как бы поедут, и в итоге вы будете изучать хинди, вы не будете изучать бенгали. И изучите вы бенгали только если вы проявите инициативу и будете общаться, собственно, с самими индийцами, которые живут там. А если это происходит в СКГУ, вы можете понять, что это происходит со всеми другими языками и во всех остальных учебных заведениях. С английским языком, с немецким языком, с испанским языком. Поэтому идея моя такова, что методики есть, технологии есть, и можно учить иностранные языки реально за месяцы. Совсем не нужно для этого тратить годы и огромное количество усилий. Важно это делать правильно, да, и искать информацию о том, как это делать правильно. Показателем того, правильно вы или неправильно действуете, является результат. Достигаете вы, то есть правильно поставленные цели, да, из-за того, что цель здесь поставлена неправильно, получается, что вы достигаете не той цели, которая нужна. Если вам нужно разговаривать, вот как говорил Владимир десятилетия, да, нужно разговаривать, нужно учиться разговаривать, нужно учиться включать в актив, собственно, разговорную речь. Так, ну время у меня уже совсем подходит к концу. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Тут вот есть микрофон, если кто-то хочет спросить, я буду рад ответить. Да, я так. А существует где-нибудь школы для английского языка подобной той, в которой вы учились? Ну, собственно, Берлиц, как я и говорю, они в английском в том числе обучают. А так, чтобы поехать туда? Вы можете и поехать туда, вы можете онлайн обучаться. Как я показывал, есть у них сайт. Ну, то есть, если вы, например, вот сейчас, давайте забьем Берлиц просто в интернете, просто-напросто, да. Вот, пожалуйста, сходу. И легко. Вы можете пройти тестовый урок бесплатно абсолютно, для того, чтобы понять, подходит вам не подходит. И дальше вот контакты, наши центры. Вот. Тут Рига, но на самом деле я в Дели нашел этот Берлиц, они по всему миру существуют. Насколько я понимаю, у нас они пытались открываться, но, по-моему, у них в конечном итоге это не получилось по там, политическим соображениям. Но они есть онлайн, опять же, то есть никаких в этом смысле сложностей нет. И русскому языку они преподают, и другим языкам. Поэтому, да, абсолютно легко. Еще какие-то вопросы, может быть? Да, слушаю. Микрофон вам нужен? Не нужен. Ваш опыт сам кризис за 2 недели. Да. Вы его с нуля изучали? Ну, как бы сказать, здесь нужно быть правильно, да, у меня был хинди. И звуковая система, что очень важно, да, письменность, собственно, санскрита, она абсолютно идентична с хинди. То есть есть деванагри, скрипт, письмо. Оно используется более чем в 20 языках. Непале, например, который же как бы не индийский язык, да, непальский язык, Непала. Скрипт один и тот же, звуковая система одна и та же. То есть вот с точки зрения звуковой системы, чтения, да, текстов, которые были, оно уже у меня было. Но если говорить о знании грамматики, какого-то словарного запаса по санскриту, ничего абсолютно. А вот эти визуальные словари, Да. Правильно я понимаю, что, допустим, испанский визуальный словарь – это просто словарь испанского языка. Это не испано, а русский, допустим. Универсальный испанский словарь. Да. То есть для любого, значит, языка, кстати. Не испанский словарь, визуальный словарь. Нет, допустим, вот конкретный Spanish. Он подходит и для китайца, и для русского. Смотрите, еще раз, моя идея в чем? Потому что у вас в этом словаре есть картинки, есть к ним подписи. Мы вместо этих подписей, что значит, что он подходит для русского или для китайца? Подписи там на испанском? Да, конечно. Ну, значит... Но оно не на английском, не на русском. Здесь идея в чем? Потому что вы можете эти подписи, да, то есть могут быть подписи, есть визуальные словари, да, вот как вот с этими карточками. Есть визуальные словари, в которых картинка и тут же подпись. И в этом большая ошибка, вот что я хочу сказать. А когда есть картинка, в которой подпись отдельно, в подвале, да, там еще где-то, а картинки есть цифры, то вот эту часть, которая с текстом, вот это моя мысль была, ее можно заменить на любой другой язык. То есть вы купили, например, визуальный словарь испанского, вы взяли, выбросили все испанские слова, и вместо них написали свои собственные слова под эти цифры в этой картинке, семья там, или еще что-то, дом, на своем том языке, который вы изучаете. Хотите китайский, хотите японский, потому что к этим цифрам вы можете подписать свои собственные слова, какие хотите. В этом, собственно, моя идея. Важно то, что есть сам образ без текста. Да, то есть вы картинку вспоминаете, вы вспоминаете, вы не смотрите на это слово, вы повторяете, вы смотрите на саму картинку.
Да, если говорить про иероглифы, сами иероглифы по себе картинка, если так разбираться. Да, и существует вот эта коробка, это, собственно, 200 ключевых иероглифов. То есть из вот этих вот картинок, 200 ключевых иероглифов, собирается там около 5000, по-моему, иероглифов или еще больше на основании вот этих вот 200. То есть они являются ключами для других иероглифов. Я объяснил вам, да, мысль, которая есть? Угу. Слушай, еще? А вы говорите, вспоминать надо, но прежде чем вспомнить, надо выучить. Конечно. То есть сначала... Смотрите, вот у вас есть карточка, да? Как карточка у меня работает. Есть карточка, которую вы пытаетесь вспомнить, есть карточка, если вы не помните. То есть на этой стороне есть образ, который вы хотите вспомнить, а на этой стороне вы как раз пишете, да, там, либо транскрипцию, или еще что-нибудь, еще в идеале, например, пример предложения, где оно используется. То есть, как флешкарс работает. Вы их смотрите и понимаете, помню и не помню. Если помните, вы говорите, это слово означает то-то. И откладываете в одну стопку, я знаю эти слова. Если вы не знаете это слово, вы переворачиваете карточку и смотрите вот то, что оно означает. И смотрите, опять же, его на том языке, главное не перевод, а на том языке, который есть. Вот это важно. Вы не смотрите на русском языке. Да, слушай, можно? Микрофон, конечно. Мне микрофон не нужно, я и так спрошу. Спасибо, во-первых, за лекцию. Хотел, знаете, что вас спросить? Относительно, вот, если смотреть передачи и фильмы на иностранном языке, насколько это помогает изучению языка? Вот оно как-то влияет, помогает при разговорном, потом в разговорном языке или нет? Или он все равно как-то частям мертвым встречается? Значит, смотрите, здесь нужно немножко отделить. Да? Здесь разные способы работать с тем контентом, который уже существует. Аудиальным, визуальным, да? То есть, например, смотрю передачу или фильмы и так далее. Значит, что первое, могу сказать, что является вот самым эффективным. Вы просто погружаетесь в речь. Да? То есть можно фоном слушать иностранную речь, можете включить радио на иностранном языке, просто чтобы вы настроились, просто сонастроились со звучанием этой речи. То есть вы как бы и пропитываетесь. Вот это реально помогает. Можете ничего не понимать с того, что говорится, да? Но за счет того, что ваше ухо оно настраивается на эти звуки просто-напросто. Потому что китайский очень специфичный язык, да? У него очень много всяких вот этих тонов и так далее. Скорость речи, темп речи, то эмоциональное, как люди говорят. Да? То есть здесь не сколько сам смысл тех слов, которые говорится, а то, как люди говорят, вот это очень может быть полезно. Вторая вещь заключается в том, что существует разный тип контента. Да? То есть если вы смотрите новости про политику, там соответствующий словарный запас и соответствующая речь. Если вы смотрите детский мультфильм, там соответствующий словарный запас и соответствующая речь. Самым эффективным, могу сказать, вот я как раз со своими студентами работаю, существует отдельный ресурс, вот тоже вам покажу. Ну, там, я не знаю, например, если мы уже по-испански говорили, например, SpanishPod101.com. То есть эта система, она существует для разных языков. То есть есть Hebrew 101 под, Hindi 101.com, Chinese 101.com, огромное количество. И что у них замечательно, что у них существует аудио диалогов на разные уровни. Да, то есть от самых простых диалогов, типа «Привет-привет», «Как дела?», до уровня advanced, там, C2 практически. Да, и можно посмотреть соответствующий диалог. И есть дальше вы можете, к этому диалогу идет PDF, вы можете посмотреть, как это транскрипция, например, если вы слова какие-то не различаете. То есть вы можете слышать, вы не понимаете до конца, как это звучит, даже не используя перевода. И дальше есть к этому примеры различных готовых конструкций. То есть кроме самого диалога там есть дополнительная история. И у них еще замечательно, что кроме платформы, вот могу показать, есть, например, видеозагадки. Вот с точки зрения компрехенсии, да, то есть эта речь, она должна быть понятна. Вот этот важный момент. Что вы можете нарабатывать и слушать разные передачи, но если вы ничего не понимаете, польза есть только в том, что вы настраиваетесь на речь. Но если вы хотите для того, чтобы вот начать как бы говорить, то имеет смысл брать и смотреть вот разные такие загадки, и смотреть их на соответствующем положении, иначе видео долго будет. Ну вот, например, comprehension listening. Вот так. वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? Да, то есть вот пришла женщина, и вопрос такой, каким образом она хочет себя постричь. Киста по ватальной начальнике. Да, каким образом она, какую прическу она хочет себе сделать. И дальше идет диалог, да?
नमस्ते। नमस्ते, मेरा यहाँ 3 बजे का अपॉइंटमेंट है रिची के नाम से। हाँ जी रिची जी, इस तरफ आइए। आप क्या करवाना चाहेंगे? मैं बालों का स्टाइल थोड़ा बदलना चाहती हूँ। जी, आप कितने लंबे रखना चाहती हैं? कंधों तक। अच्छा, और Контота, значит, до плечей. Да, то есть спрашивают, до скольки вы хотите стричь себе волосы? И она говорит, контота, да, то есть хочу только до плечей. И эти задачки, они особо еще интересны, что тут специально несколько вариантов. Вот я работаю со своими студентами, там бывает так, что отбрасывается. То есть слушая диалог, нельзя сразу сказать, о, вот это правильный ответ. Постепенно мы понимаем, что вот эта вот картинка не подходит. Вот это тоже вычеркиваем. И остается только одна. То есть это происходит в ходе диалога и понимания соответствующих предложений и конструкций. При этом обращаю внимание, что говорят они с нормальной скоростью, как раз Берлиц, да, рекомендуют не слишком быстро, не слишком медленно, не слишком громко, не слишком тихо. Говорят они спокойно. सामने के बैग्स का क्या करेंगी? उनको रहने दीजिए। बीच में मांग या बगल में? थोड़ी सी साइड में। कौन सी साइड? थोड़ी си сайт, со стороны, да, то есть сверху мы как постреляем, не постреляем, хочу оставить, но вот как бы микрофон. थोड़ी си сайт, с какой стороны, с левой или с правой? थोड़ा बाईं तरफ। Бай, да, то есть слева, да, то есть нужно вот как бы прическу оставить немножко слева. अच्छा, पहले शैम्पू करेंगे तो आप इस Да, то есть можно видеть, что это вот, собственно, вот у нас вот этот вот вариант. तरफ आइए। Да, вот он пошел встречи, дальше после того, как загадка есть ее разгадка. Да, то есть здесь есть, собственно, что он говорит, с соответствующими субтитрами, со скриптом. ची के नाम से। हाँ जी रिची जी, इस तरफ आइए। आप क्या करवाना चाहेंगे? मैं बालों का स्टाइल थोड़ा बदलना चाहती हूँ। जी, आप कितने लंबे रखना चाहती हैं? कंधों तक। अच्छा, और आपके सामने के बैग्स का क्या करेंगी? उनको रहने दीजिए। बीच में मांग या बगल में? थोड़ी सी साइड में। थोड़ी कौन си सी сайт. साइड में? थोड़ा बाईं तरफ। Да, при этом можно видеть английское слово, например, сайт. Policy сайдами. Вот это тоже очень помогает, есть языки, вот хинди в этом случае, в котором вот английского очень много замешано, и в этом смысле многие слова их можно угадать, да, то есть вы никогда хинди не слышали, но можете услышать, что вот это слово, оно есть. Policy сайдами. अच्छा, पहले शैम्पू करेंगे तो आप इस Да, तरफ। вот видите, вот, собственно, правильно я и сказал, что это вот эта вот картинка. Да, и это вот, собственно, начальный уровень, да, то есть это вот, они по разному уровню, здесь, то есть есть beginners, ну, то for intermediate, ну, взяли, ну, ничего. Для beginner, для advanced и прочее, прочее. То есть они есть по разным уровням, но YouTube там их ограниченное количество, на самой платформе их значительно больше. Вот то, что могу рекомендовать, они для огромного количества языков, и для того, чтобы нарабатывать, собственно, разговорную речь, диалоги, вот от самого простого к более сложному. Я с китайским сейчас как раз работаю, вот опять же, по их материалам. У них есть аудио, собственно, и видео рогатки, и вот отлично оно как бы помогает. При этом могу сказать, что вот я с китайским впадаю в ступор бывает. Вроде прочитал, вроде все понятно, как язык абсолютно новый, и скорость произношения. То есть вроде читаешь, все понятно, через некоторое время переслушаешь, что же я там проходил. Поэтому это требует как бы наработки. Наработки, когда вот это произойдет. Но наработка должна быть правильной. Потому что я читать могу целый год. Но потом через год у меня вдруг встретится китаец на улице, я не понимаю ни кукареку, когда это произойдет. И произойдет именно так. Потому что требует это именно такого подхода. Здесь, кроме этого, есть, видите, визуальные словари, есть основные выражения. Еще раз, этот плод, он есть на огромном количестве языков, и на китайском, на хибру, на японском, есть Japanese Code 101 и так далее. Так, еще вопросы, может быть, есть, но у нас уже 6 Скажите, вы сказали только что английские слова в хинди, да? Да. А может наоборот? В смысле? В английском? Нет, в английском могут быть санскритские слова. Хотя есть и хинди, то есть, я это не знаю. очень интересно, что, например, слово лутна, да, украсть, лот, это, собственно, англичане украли у индийцев. Есть такая исторический факт. Ну, санскрит является матерью всех индийских языков, вообще старейшим индоевропейским языком, но хинди, если так возвращаться, да, достаточно молодой язык. То есть санскрит очень древний язык, да, там 3000 лет, может быть, даже больше, но сложно сказать. Хинди как таковой он вырос из Хари-Боля, то есть это диалект определенный, который превратился в хинди, и он достаточно молодой язык.
Поэтому, да, есть слова, которые в санскрите, в русском языке и в других языках, прошу прощения, в английском, да, и санскрите пришли, они, конечно, да, еще какой-то вопрос. Слушай. Я хотела спросить по поводу письма, Мгм. потому что в школе это в основном какой-то перевод. А как понимать письмо? Ну, еще раз, как я показывал в учебнике самоучителя, да, вы можете нарабатывать готовые конструкции. То есть важно не то, чтобы вы, здесь важно прийти к состоянию, когда вы не складываете. Письмо у вас пытаются вот этим грамматико-переводным методом заставить складывать как формулу, как математическую задачу, решать работу с языком. Но для общения это невозможно. Поэтому важно, что вы, вот, например, если говорить про письмо, для чего вам нужно письмо? Вы пишете письмо какому-нибудь другу. Вот возьмите и попробуйте написать энное количество таких писем. Да, и постараться их писать без перевода. То есть не написать его сначала на русском, а писать его сразу же, собственно, на этом языке. Как еще вариант могу вам порекомендовать, это вести ежедневник на вот том иностранном языке, который вы изучаете. Может быть, сначала это будет: сегодня я встал во столько-то утра, сегодня я планирую сделать то-то, то-то, и так далее. Я могу сказать, что, например, это в том числе очень замечательно работает с изучением букв. Да, то есть вот своим студентам, которые изучают деванагари, скрипт, да, письмо достаточно сложное, я говорю, для того, чтобы выучить быстрее эти буквы, вы пишите русские слова при помощи этого деванагари. То есть практически все слова русского языка, они в деванагари есть, а мы кушаем, что они есть. И чтобы быстрее выучить, нужно русский текст писать при помощи просто другого скрипта. И 90%, то есть там есть специфические буквы, звуки, которые есть в деванагари, которых нет в русском языке, можно выучить буквально за неделю, можно выучить этот алфавит и эту письменность. Просто занимаясь письмом русского текста, да, то есть мы не на хинди пишем, не на санскрите, мы пишем русский текст просто не русскими буквами. Ну вот я в школе, у меня было такое увлечение, мы придумывали алфавит шифровок для того, чтобы передавать записки, чтобы учитель не мог понять, что же мы друг с другом как бы перекидываемся. Мы придумывали как бы такой алфавит. Да, крючки, закорючки, вот у меня в школе была такая интересная игра. И у меня была, значит, карта, ну, то есть алфавит, у моего приятеля была карта алфавит. И если учитель вдруг перехватывал эту записку между нами, он эти кракозябры прочитать не мог абсолютно, он не понимал. При этом мы писали по-русски просто вот такими вот. Поэтому практика, да, то есть вы просто превращаете это в практику, не просто в какое-то исполнение. Здесь история в том, что цели нет. Да, то есть вас учат для того, чтобы вы когда-то через год что-то начали делать, что не до конца понятно. Важно, чтобы у вас была цель. Прямо в конце недели должны научиться говорить легко или писать легко какое-то предложение. И тогда вы понимаете, да, вы это можете или нет, и можете в свои часы понять, почему вы что-то можете или что-то не можете. Так, еще слушаю. Вопросы закончились. Ну ладно, у нас времени уже достаточно много. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что... Владимир, большое спасибо, что поделились коммуникативными методиками, своими идеями. Очень много советов, дорогие друзья. Никогда не опускайте руки, даже если что-то не получается, потому что все в наших руках, все будет хорошо. Читайте книги, приходите к нам в библиотеку, учите языки и больше общайтесь друг с другом. Спасибо.